Для этого придумали стеклохолст, как раз таки. Я это все рассказываю не только для мастеров, но и для клиентов, которые будут смотреть этот канал. Почему я никогда не крашу просто стеклохолст? А зачем вообще клеить стеклохолст перед покраской стен? Всем привет! Сегодня я буду клеить стеклохолст. Покажу вам, как его правильно клеить, как клеить стеклохолст так, чтобы его потом не пузырило, не вздувало. Покажу, как сделать так, чтобы не поднималась ворса, когда вы его шпаклюете или красите. И объясню, почему я никогда не крашу просто стеклохолст. Я его всегда стеклохолст шпаклюю в 3 слоя. Да, по этому вопросу много споров, красить ли стеклохолст, либо же шпаклевать. Я вам покажу, почему я его шпаклюю и не оставляю вот так, как есть. Смотрите видео до конца, увидите много тонкостей по наклейке стеклохолста, о которых вы, может быть, раньше и не знали. Обратите ваше внимание на чистоту в помещении. То есть у нас все убрано под пылесос, все загрунтовано. Загрунтовано предварительно, обеспылены все стены. Все полы убраны под пылесос. И если вы хотите качественно делать свою работу, не забывайте об этих вещах. Это как бы простейшие вещи, но их нужно делать. Обеспыльте поверхность, обеспыльте полы. Пыли не должно быть. Потом отгрунтуйте и начинайте дальше клеить стеклохолст. Следующее, на что хочу обратить ваше внимание, это вот эти вот пятна на стенах. То есть они по всем стенам. Почему так у меня получается? Это, между прочим, такая вот штукатурка была от застройщика. То есть, это не обязательно, что они плохо сделали. У вас точно такая же может быть. Просто вы не придаете этому значения. Здесь все шлифовалось под жираф, то есть делалась плоскость. Небольшие вот эти бугорки, неровности на стене очень хорошо пробиваются, чувствуются жирафом. То есть вы когда шлифуете поверхность, плоскость, она вышлифовывает именно плоскость. Руками так сделать, очень тяжело, и я думаю, это практически невозможно. То есть если мы сравниваем работу ручную затирку и жирафом затирку, то жирафом намного качественнее получается. И вот тем самым получается такая поверхность. То есть плоскость отшлифована, и где-то вот проявляется штукатурный слой в местах, где штукатурка неровная. Это очень важно. Почему это важно, объясню. Потому что потом, после того, как вы наклеите стеклохолст, не имеет смысла на стеклохолст уже равнять шпаклевкой. То есть ложить слоя по стеклохолсту. То есть выравнивание под стеклохолст начинается именно с самой штукатурки. Вот вы ровно как сделаете штукатурку, так у вас пойдет и дальше вся отделка и дальше пойдет под окраску. Первое, что нам нужно, сделать ровно идеальную штукатурку, можно даже ее шлифануть. Второе, мы выравниваем перед стеклохолстом идеально стену, отшлифовываем все. Чтобы уже после того, как мы наклеили стеклохолст, мы ложили тонкий слой на сдир шпателем, шпаклевку, уже под покраску. И потом вам просто-напросто придется слегка ее шлифануть и покрасить. Все. Но запомните, идеальное подведение стены, выведение идет до стеклохолста. Это очень важный момент. Если вы упустите, потом по стеклохолсту просто будете ложить слоя, это не есть хорошо и правильно. Начнем клеить стеклохолст, а после я вам покажу разницу, почему я не крашу стеклохолст без шпаклевки. Еще один интересный вопрос, очень часто его задают. А зачем вообще клеить стеклохолст перед покраской стен? Здесь, допустим, для мастеров это очевидные вещи. Если это заказчик, то ему в большинстве случаев приходится объяснять. Краска — это очень тонкий отделочный материал, и если вдруг у вас на стенах будет образовываться микротрещины, это очень часто встречается, когда на стенах образуются микротрещины, даже в новостройках, особенно если это вторичка, вторжилье. Трещины там обязательно на стенах будут, здание постоянно движется, все находится в движении, вся наша жизнь — это движение. Стеклохолст — это и есть армирование. Это вот представьте себе то же самое, что мы армируем, допустим, штукатурку металлической сеткой, либо мы армируем полы, стяжку металлической сеткой, но там и материалы другие, там вес другой, а здесь у нас идет покраска, шпаклевка, то есть стеклохолст — это и есть армирование, только оно очень деликатное армирование. Если у вас образуется трещина под стеклохолстом, то она наружу, как правило, не появляется. Стеклохолст, то есть, создает полотно, как бы независимое, условно можно так сказать. То есть за стеклохолстом стена треснула, но мы говорим сейчас именно о микротрещинах. Если это большая трещина, то никакой стеклохолст, никакая сетка от этого не спасет. Это уже ошибки строительства получаются, и здесь уже мы никак себя не можем предостеречь
не можем предусмотреть как бы такой вариант. Но все-таки, если это микротрещина, то она не проявится через стеклохолст и выдержит его и шпаклевка, и покраска, которая будет уже непосредственно на стеклохолсте. Вот для этого мы, собственно, и клеим стеклохолст. Запомните, стеклохолст – это армирование. В противном случае даже микротрещины на идеально гладкой стене, они будут видны, портить внешний вид помещения, портить вам ваше настроение, когда вы будете на них смотреть. Поэтому для этого придумали стеклохолст, он как раз таки изолирует вот эти микротрещины, и мы их просто за ним не видим. Блин, ну и забываю всегда сказать, по-братски ставим лайк, жмем на колокольчик, поехали дальше. И даже если вы все-таки рискнули просто покрасить холст без шпаклевки, все равно вот это очень важный момент, про который как бы не все, во-первых, рассказывают, во-вторых, не все это знают. Вот его надо хорошо пропитать. Таким образом мы снижаем впитываемость самого холста. Некоторые люди мне жаловались как-то, да вот мы по 5-6 раз красим холст, краски уходит как бы огромное количество, и все равно не прокрасы какие-то появляются, пятнами идет, потому что вы не пропитали холст вот этим клеем, то есть не убрали, не снизили впитываемость холста. Тем самым краска очень плохо распространяется по поверхности. То же самое со шпаклевкой будет, то есть шпаклевка будет где-то пересыхать, высыхать, но очень неудобно. Это то же самое грунтовка, только мы это делаем не грунтовкой, а специальным клеем для холста. Почему свет? На свет будет очень хорошо видно, где-то какие-то пятна у вас будут, где пропуск будет хорошо видно. Для этого лампа, оно вот блестит, например, лампу ты ставишь, я по блеску определяю, где хватает клея, где не хватает. Запомните этот момент, это решит очень много проблем, связанных с покраской либо со шпаклевкой холста. Как видите, процесс наклеивания стеклохолста, он примерно такой же, как и наклеивание обоев. Но обои, мне кажется, не мне кажется, оно так и есть, намного проще клеить, потому что они толще и намного эластичнее. Холст, он очень хрупкий материал, тем более, если он намок, он сильно рвется, как бы надо очень аккуратно с ним. На самом деле, даже по времени раза в 1,5, а то и в 2 его дольше клеить получается. Вот этот холст 40 грамм на метр. Нормальный холст, как бы в основном все маляри его используют для покраски, для шпаклевки, он пойдет. Вот еще один нюанс, почему я остановился, хочу вам показать. Вот в таком месте этот угол. У меня стык получается здесь вот буквально тут 10 сантиметров, 12. Как быть в данном случае, сейчас объясню. Просто подгонять полотно к полотну на самом деле сложновато. Обои проще, поэтому здесь у меня будет сейчас цепляться за угол, за стену, будет рваться, поэтому я просто делаю нахлест сантиметра 3-4 и потом полотно, просто 2 полотна вместе прорезаю, также делаю и с обоями, в принципе, поэтому кто знает, никаких трудностей в этом нет. И здесь у меня уже будет как бы самодельный, скажем так, стык. Сейчас, если передаст нормально камера, вы все увидите и поймете, почему я не крашу никогда холст. Не знаю, здесь у меня темно, поставил фонарь, ну попробуем, как бы сейчас я сниму, и вы все увидите. Ведь человек, который заказывает себе стены под покраску, в основном он хочет идеальную плоскость. Просто покрасивший стеклохолст мы этого никогда не добьемся. Почему? Вот смотрите сами. Вот, пожалуйста, если видно, вы видите вот такую фактуру. Вы никуда от этого не денетесь. То есть кому-то нравится, кому-то нет, но в большинстве случаев человек хочет просто идеально ровную поверхность стены. Здесь очень много кто называет ее «хочу как яйцо». Вот, поэтому вот в плане того, что вот что вы получите. Вот он стык. Здесь как бы наклеено стык-стык, но все равно, когда вы покрасите на боковой свет, все стыки, швы стеклохолста по-любому будут видны. То есть смотрите, вот фактура, обратите внимание, она так и останется, вы краской никогда ее не забьете. Если вас это устраивает, пожалуйста. Я просто уже не экспериментирую, так не делаю. Все, шпаклевали, получили идеальную поверхность. Не забывайте просто одну вещь, стеклохолст это не бесшовное покрытие. Я понимаю, если бы вы наклеили, холст был такой длины там метров 10 на 3, да, вы сплошняком заклеили, да, оно бы смотрелось. Но боковой свет, если особенно хорошее освещение будет ночное, то есть человек вечером выключает свет, у него боковые светильники там стоят, или большое окно, например, днем тоже будет видно.
на боковой свет, все это будет видно. То есть вся фактура стеклохолста, все швы, стыки будут видны. Вы краской просто не забьете. Некоторые говорят, я могу пошпаклевать стык стеклохолста, его не будет видно. Так у вас будет видно еще больше тогда стык, если просто пройти стык шпаклевкой и все закрасить. У вас просто на стыке будет гладко, стеклохолст шероховатый дальше. То есть не получится никак. Я это все рассказываю не только для мастеров, но и для клиентов, которые будут смотреть этот канал. Прислушайтесь к моим словам, к словам других специалистов, как бы вас никто не хочет обмануть. Хотят наоборот сделать конечный результат своей работы таковым, чтобы он понравился и вам, и нам, чтобы все было хорошо с обеих сторон. По-любому обратили внимание, что я работал без респиратора. Вы так лучше не делайте. Просто у нас сейчас лето, жара. Это город Новороссийск, юг как бы, поэтому сами понимаете, дышать нечем. В респираторе вообще сдохнуть здесь можно в этой квартире. Но желательно, конечно, одевайте маску, респиратор, потому что все равно вот эта пыль, стекловолокно, она залетает в легкие. Насколько мы знаем, что это очень мелкая пыль, она из легких практически не выходит. То же самое стекловато, стеклохолст, принцип тот же самый. Сегодня я поклеил квадратов 30, за день это в принципе нормальный результат. На сегодня все, если ты досмотрел это видео до конца, по-любому с тебя лайк. Всем пока, скоро увидимся.